Здравствуйте, товарищи, это студия «Точка сборки». С вами Александра Троцкий, Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед. Привет. Привет. Всем привет. Андрей Игоревич, на тему сегодняшнего эфира меня навел наш участник клуба Кибердеда Петр Кутырев, который написал обалденную книжку, нам ее прислал, мы ее почитали. Там есть подводка, в принципе, к e-commerce intelligence, так называемая, новое направление в разведке, которое используется участников. И тема, соответственно, у нас частная разведка. Первый же вопрос простой. Чем частная разведка отличается от государственной? Чем принципиально она отличается? Ну, когда ты анализируешь какой-то вид деятельности, то первое есть предмет, что ты делаешь, второе ограничение, третье там цели, ну еще там есть участники. Частная разведка – это сбор информации из открытых источников, это из деятельность. Открытых источников. Вот, из открытых источников, преимущественно интернет-источников. Вот, ограничения, проводимые в рамках закона и этических норм, по возможности. Вот. И цели зависят от заказчика. Ну, для бизнеса это повышение конкурентоспособности коммерческой организации, для журналистов это помощь в журналистских расследованиях. Ну и сейчас есть еще разные другие виды заказчиков, в том числе, кстати, и военные, и государственные. Заказчики бывают заказчиками частной разведки. Вот. При этом сами ограничения, ключевые ограничения от военной или государственной разведки. Первое, ты не являешься субъектом, тебе нельзя заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Вот, и, это обходится, там, можно длинно рассказывать как, но впрямую нельзя. Второе, у тебя нет власти, то есть ты не можешь некоторые вещи заставить сделать, в другом правом показать. поле работают. Ну да, хотя власть часто меняется на влияние, на связи, на там какие-то знакомства и прочее тоже. Ну и третье, нету прямого доступа к государственным базам и тем более к секретной информации. Вот, хотя сейчас тоже это не совсем так, кстати. Кому интересно, вдумайтесь, большие базы данных, если они правда большие и распределенные, неважно, чьи это базы, там, допустим, государственные или даже российские государственные, вообще-то их обслуживанием занимаются коммерческие фирмы. Так что живите теперь с этим. То есть ваши данные, которые лежат в государственной базе, находятся в руках коммерческой фирмы, которая эту базу обслуживает. Хорошо. Сейчас это, по сути, существует какое-то государственно-частное партнерство. Оно существует? Об этом давно-давно говорили. У нас, к сожалению, оно могло бы быть сильно-сильно лучше, хотя оно существует. Существует есть неофициально. Какие-то примеры? Вот Россия в России, смотри, такой российский пример, странноватый. Это вообще все, что я сейчас буду говорить, это частная точка зрения, просто точка зрения практика. Но из того, что я вижу, военный удар по гражданской цели – это вообще-то военное преступление, если не доказано военное назначение того, куда летит. Вот. Наш противник на это постоянно идет. И, то есть он делает военное преступление, и даже недавно профессор из Финляндии сказал, что нету оправдания, которое бы это позволило причислить к военным действиям. Это военное, фактически дал понять, что противник делает военное преступление. Мы, когда куда-то бьем, мы бьем в ответ и у нас есть подтверждение. То есть, Россия ведет себя как будущий победитель, который потом расскажет, что смотрите, мы все делали в рамках войны, в рамках правил войны. Вот, один из них, например, вот сейчас прилеты по новой почте. Прежде чем они случились, довольно большой пласт ребят без погон собирали информацию о том, как с фоточками, с подтверждениями, как пакуют там дроны и передают товары военного назначения через склады этой новой почты в близком соседнем государстве. Вот. То есть частно-государственное партнерство существует. Мне самому там много с ним приходится иметь дело, но это в основном неофициально на уровне исполнителей. Официально, к сожалению, нет. В Штатах не так. В Штатах давно выделено понятие OSINT, Open Source Intelligence. Начинали это спецслужбы, сейчас этим занимаются всякие. Такое открытое разведсообщество. И аж 3 разных группы в Штатах, военные отдельно, спецслужбы отдельно, там, полиции, правоохранители отдельно, затевают сейчас аж 3 новых стратегии. Стратегии работы
с Асинтом стратегия фактически частно-государственного партнерства. Ну, кстати, заодно создают еще одну новую спецслужбу, она аж 19-я. Вот, так что частно-государственное партнерство в мире очень сильно развивается. Там, ну, мы дальше будем говорить, как это там влияет на политику и даже на какие-то результаты больших политических событий или изменения курса. Вот. Но у нас пока есть куда стремиться. Хорошо. И где проходит, скажем так, грань между аналитическим агентством, детективным агентством и разведывательным агентством? И есть ли, кстати, вообще у нас в России такие вот ЧРК? В России есть закон об оперативно-розыскной деятельности. Есть, кстати, закон о внешней разведке еще, но это уже совсем экзотика. Туда без дела не лезут. Вот. Согласно закону, частные детективы живут в правовом поле, но в этом правовом поле они могут фактически оперативно-розыскные мероприятия вести только в двух случаях. Первое, если есть договор между работодателем и работником, можно проверять условия договора. Ну, например, что чужой сервер не используют для личной переписки. Вот. Второе – это соблюдение брачного контракта. Вот в этих случаях частному детективу допускается использование некоторых мероприятий из арсенала оперативно-розыскной деятельности. Вот, кстати сказать, в России там не буду комментировать, а, скажем, в братской Беларуси частные детективы за соблюдением брачного контракта следят, если он есть, а вот заказы на поведение любовниц не принимают, например. То есть сами себя ограничивают. Вот такая встроенная, даже не законная, а этика. Вот. Итак, есть законы, которые очень сильно ограничивают и вид действий, там, и инструментарий, и хранение результатов. Вот. Ну и, кстати, сейчас, к сожалению, за это слишком резво взялись. То есть было, судя по всему, много проблем там, и у наших там, серьезных государственных деятелей, и у представителей фронта из-за того, что допустили утечки. Ну, их не мы допустили. Вот. Они попали в пиратские базы, там уже огромное количество данных лежит бесконтрольно. И, соответственно, виноват не тот, кто в эти базы заглянул. С моей точки зрения, виноват тот, кто изначально допустил, чтобы они появились. Вот. Но сейчас закручивают гайки, поэтому и всячески отбивают охоту. Поэтому вот, если вы в уме связываете разведку с пробивом, что частная разведка – это пробить человека, пробить фирму, это не так. Частная разведка решает много других задач. А киберразведка? Частники могут ей заниматься? Киберразведка тоже сейчас достаточно сильно ограничена. И, в принципе, киберразведка опирается на результаты утечек. Если они произошли, это открытая разведка. Они уже перестали быть вашей служебной тайной. Они в открытом доступе. Раз. Второе. Запускать сканеры можно очень ограниченно. Во многих странах даже сам запуск сканера считается подготовкой. И даже некоторые модификации адресов считаются подготовкой там, хакерской атаки и трактуются уже незаконные. Вот, если вы пытаетесь сделать пентест без разрешения на пентест, в России это незаконно, это 272 УК РФ. Вот, и во многих странах тоже. То есть есть понятие пентеста, это когда разрешенная проверка, разрешенная там, проверка уязвимости и такая атака взломом. Вот, есть понятие Red Team, это ребята, которые сами что-то делают, потом сообщают, что мы тут у вас дырку нашли. Вот, они нарываются на одно из двух. Либо им говорят, да, спасибо, заплатим, обучите, помогите закрыть. Либо говорят, а что вы туда полезли, пойдемте-ка разбираться в правом поле. Кстати, я чуть не договорил про аналитиков. Разведка, в отличие от аналитики, привязана к решению конкретной задачи. То есть хороший аналитик – это тот, кто принесет хорошую аналитическую справку по заданной теме. Вот, разведчик принесет завтра в 9:30 утра, потому что в 10 заседание оперативного штаба ему надо, на котором будет приниматься решение. То есть главное отличие разведки – это своевременность. Вот, он обеспечивает выполнение задач. Хорошо. Есть мнение, что государства активно привлекают частные разведкомпании, государства в мире, да,
для решения различных задач, особенно во внешней политике. Одна из причин – более высокая квалификация кадров в частном секторе, который существует в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, если операции частной компании провалятся, это не вызовет таких дипломатических последствий, как провал государственной миссии. А у нас что? Давай так, во-первых, в мире, да, это так, но это гораздо шире, чем ты рассказал, там много разных нюансов, давай попробуем некоторые вспомнить. Ну, первое, в Штатах, например, в отличие от нас, есть понятие специальной службы. Вот, и в основе специальная служба, там в основе определения то, что ей доверены спецоперации. Вот, есть тоже юридически значимое определение спецоперации, в нем основным является безуликовость и бескомпроматность. Что бы ты ни делал, следы не должны привести к Великой Америке. То есть сама по себе спецслужба занимается тем, что считается незаконным, там, неэтичным, неподходящим для цивилизованных стран, ну а заодно и вообще-то может нарушать Конституцию. В Советском Союзе, кстати, по вот этой причине, что представитель спецслужб по работе может там не очень дружить даже с Конституцией своей страны. В Советском Союзе был довольно жесткий такой негласный запрет на использование КГБ в расследовании там хозяйственных споров, потому что он мог нарыть много там своими возможностями и властью. И это было слишком такое, как сказать, слишком серьезное оружие для того, чтобы там решать задачи ОБХСС, ловить каких-то воров и мошенников. Теперь почему частное? Во многих случаях оказалось, что спецслужбы все-таки подставляются, и это будет болезненно. И лучше, чтобы было что-то внешнее. То есть, итак, частная разведка работает, первое, не потому, что там более высокая квалификация, хотя часто это так, а прежде всего потому, что данных стало просто запредельно много. Я все время этот пример привожу, если в соседнем доме спрятались, там, не дай бог, какие-нибудь экстремисты-террористы, то представитель спецслужб знает, что они где-то там, но не знает, в какой конкретно квартире и сколько их. Разносчик пиццы уже знает. И скажет, что я в эту квартиру третий день ношу пиццу, как будто там прячется 5 здоровых мужиков. И, соответственно, человек, который умеет анализировать открытые базы пиццы по разносчиков пиццы, это может увидеть и установить. Другое дело, что немыслимо заставлять военную или даже специальную разведку анализировать эти базы. Сейчас произошло несколько таких новинок. Во-первых, с 2004-2003 года появился Палантир, в котором огромное количество баз интегрировано, и такая большие срезы такой разведки по некоторым открытым данным выполняются автоматически, в том числе с обогащением данных. То есть по данным одной природы он может что-то судить там, о событиях другой природы. Понятно, что с этими базами любой военный захлебнутся, потом у них очень жесткая ритмика сегодняшней работы, у них есть чем заняться сегодня, они не могут так это обрабатывать. Итак, в первую очередь это огромные объемы, второе это наличие огромных баз, тоже они спецслужбам даже не снились. В свое время в Штатах даже специальную отдельную спецслужбу завели, она называется Geospatial Intelligence, просто чтобы было кому присматривать за данными. На тот момент аналитики еще толком не было, но уже стекались огромные потоки со спутников, там, телеметрии. Звучит как-то очень громоздко и сложно. В смысле, как это устроено у них, и я просто пытаюсь представить, что у нас могло бы такое быть. Мне там довелось посмотреть, у нас, скажем так, все это гораздо компактнее, мягко скажем. Нет, это один из таких основополагающих, пожалуй, подходов, как мир начал меняться. И началось это не сейчас, собственно, первые попытки привязать разведку к появлению больших данных, появились с появлением больших данных. Вернее, сама открытая разведка появилась еще в 1941 году, придумала ее затеяла одна из спецслужб США, просто потому, что тогда военная разведка развивалась у тех, кто близко к полю боя, а Штаты были далеко. Им нужно было уметь ориентироваться по открытым данным. Они, кстати, тогда сильно отставали по радиоразведке, скажем, от британцев. Они отставали
по разведке по открытым источникам даже от французов, потому что французы могли читать свои газеты и по ним понимать, там, по заявкам на отгрузку, там, скажем, цемента, где будут строить укрепления, вот, и тому подобное. Значит, то есть в 40-е годы появился АСИНТ как направление для спецслужб, потом его уже подхватили такие частные специалисты и компании. Вот, потом появились большие данные, в 80-е появилось понятие конкурентной разведки или интернет-разведки. Вот, это обработка открытых данных в рамках закона этических норм, тоже проводимая открыто. Тогда мы, кстати, не отставали. Более того, тогдашние книжки по открытой разведке я даже не рекомендовал читать, потому что они сильно-сильно были слабее. Вот, слабее того, что делали российские специалисты, ну, пока за них не взялось государство. То есть это была такая серая зона, частные детективы, которые сумели освоить новые методы работы вот, с интернет-базами. Вот, они очень сделали такой рывок в начале 2000-х. Вот. Но, к сожалению, на Западе это гораздо сильнее развивалось. Вот. И могу сказать, еще появилась еще одна очень противная особенность. У нас ее, надеюсь, слава богу, нету. У них стала появляться псевдоразведка, на которую можно сослаться. Ну, вот идеальный пример – это Bellingcat. То есть, когда выяснилось, что там, этот самый несчастный Боинг сбили все-таки украинским буком, а он отличается от российского, и характер повреждений тоже отличается, и это любая экспертиза покажет. Вот, и выяснилось, что скандал на этом не построить, а хотелось, вот, потому что нельзя предъявить экспертизу против данных, которые все уже и так видят. Вот, и вот тогда оказалось, что существуют такие организации, Bellingcat самоназванные, там, эксперт типа Bellingcat, я не знаю, может, кстати, у нас запрещен, давай маркируем. Может быть запрещенный в России. Вот. Так вот, образовались некие такие псевдопрофессионалы, на которых можно ссылаться, вот, которые несли откровенную ахинею. Вот, кстати, если вы погуглите, даже в статьях про Bellingcat, вы не найдете ни одной потом подтвержденной их выкладки. Ну, что последующий анализ подтвердил, что они действительно это правильно все показали. Вот, однако на них несколько раз ссылались. И вот когда была дурка в Солсбери, где, кстати, производится там рядом с Солсбери, в 12 милях от Шпиля, расположен завод, который производит британский новичок. Вот, судя по симптомам, именно этим британским новичком траванули этого самого Скрипаля, потому что российским нельзя травануть, он убивает сразу. Вот. Тоже тогда вмешался Bellingcat, сказал, мы тут провели свое расследование, все нормально. Да. Вот. То есть появилась вот такая вот околополитическая сторона, как средство отмазки. Андрей Игоревич, а кто вообще вот у нас в России может называть себя ЧРК? Ну, фактически задача, внятные книжки на эту тему пишет один человек, это Роман Ромачев. Вот его компания Артехно решает задачи, которые можно отнести к такому названию частной разведывательной компании. Вот он очень там грамотно и старательно расписывает, как это сделано в мире и как бы хорошо было сделано сделать у нас. Но по своей практике могу сказать, что такого рода сотрудничество, оно действительно, как мне представляется, очень нужно, но обращаются к нему офицеры среднего звена, вот, и обращаются в частном порядке. То есть некоторые государственные системы пока я не вижу. Хотя некоторые разделы, скажем, связанные с киберразведкой и там, работой в киберпространстве, там, всякими пентестами, кибератаками, сканерами и прочим, они регламентируются. Ну, не скажу, что хорошо, но порядок там наводят. Вот, и как-то в этом порядке жить можно. Вот. Хорошо. А кто мог бы быть клиентами, какие отрасли могли бы заинтересоваться услугами, допустим, такого агентства? Ну, смотри. Первое. Вот ты бизнес крупный. Безопасность складов, безопасность логистики, безопасность сотрудников. Промышленный шпионаж первое, что в голову приходит, связано с крупным бизнесом. Нет, я-то перечисляю конкретные задачи. Промышленный шпионаж – это когда ты тыришь секреты конкурента. Здесь тебе не надо секретов конкурента, здесь тебе надо понять, как обеспечить, насколько
Насколько безопасен маршрут, как тебе вот людей доставить там, на Буровую, например. Или как тебе, вот, что сказать несчастным дальнобойщикам, по какой дороге им сейчас ехать. Потому что им же надо ездить, а там дроны летают. Вот, частная разведка это может очень хорошо делать. Вот. Ну, только хотел съязвить, что при подготовке военных целей тоже стоит спрашивать. Ну и, насколько я знаю, спрашивают вот про затоку, про маяки. Все это касалось таких частных энтузиастов, которые нам заранее подсказывали, что и как там хорошо было бы у противника разнести. Вот. Тем не менее, для бизнеса сейчас, ну, каждый должен понять, что мы на передовой, если у вас сегодня не прилетело, ну, завтра прилетит. Соответственно, кроме задач такой стандартной контрразведки, там проверить контрагентов, проверить своих сотрудников, там, вот, кроме задач стандартной разведки, там, куда движется, ну и аналитики, куда движется рынок, вот, или там промышленного шпионажа про конкурентов, добавляется задача такого выживания в военном, при военном положении, то есть как сохранить логистику, как сохранить жизнь сотрудников, вот, и безопасность там, их семей и прочих. Вот, и вот здесь могу сказать, что никакое государство этим заниматься не сможет и не станет. Ну, не будут они, нету государственной структуры, которая каждый день будет вам заглядывать под автомобиль, не прикрепили ли там бомбу. Вот. А там разведчик хотя бы может подсказать, чего вам делать, вот, и чего вам сегодня ждать, каким образом на этой неделе прилетает. Вот, поэтому задач для бизнеса, ну, довольно много. Я имею в виду именно Россию, именно вот сегодняшние условия. Вот. Что касается мира, ну, во-первых, в Библии описано, что сначала появилась разведка, а потом человечество. Вот. Когда ковчег Ноя ткнулся в берег, он сначала выпустил разведдроны, сначала ворона, потом там голубя. Вот, провел разведку, потом доразведку, и потом проверил методами объективного контроля. Вот, в общем, все сделал по стандартной разведсхеме, и потом только выполнил целевое действие, выпустил людей на берег. Вот. Значит, в бизнес разведка пришла такая вот частная разведка, которая тесно переплелась с государственным, пришла в середине 15 века. В середине 15 века в Европе, в Ваксбурге, родился такой известный мужик по имени Якоб Фугер. Вот, он прожил очень долгую, яркую жизнь, там умер он в 66 лет, и его называли делателем королей. Он был в какой-то момент он был самым богатым жителем Европы. Вот, он финансировал разные военные операции, причем в обе стороны. Сейчас это уже многие умеют делать, работать и на тех, даже там наши друзья спина к спине, которые вот, тоже работают, умудряются работать и на тех, и на тех. Вот, но там, что про него вспоминали? Первое, он, приглашая одну там царственную особу, топил камин корой этого самого хинного дерева, которое было дороже золота. Вот, раз просто показать, что ему прохладно, чтобы царственной особе было потеплее, вот ему ничего не жалко. Вот, у второго короля там, он попросил разрешения растопить камин бумагой с его подписью. Тот очень заинтересовался, с чего это. Вот, увидел, что тот собирается растопить камин этим самым долговой распиской королевской. Что, типа, он тем самым прощает королю большой долг. Вот, то есть он реально участвовал в такой около королевской политической жизни. А при этом, причем здесь разведка, почему его вспоминают как первое ЧРК, у него было понятие новостного манускрипта. То есть были специальные люди, которые писали некоторую такую аналитическую справочку для его агентов по разным странам. В этой справочке были кросс-курсы валют по разным странам, основные события, основные лица, принимающие решения, описаны, к кому, с какой задачкой можно подкатиться, цены на основные биржевые товары. То есть он реально понял, что вот развединформация образует некоторую картину мира, в которой гораздо удобнее решать свои бизнес-задачи. С тех пор все только нарастало. Хорошо. Простой поиск
в Яндексе на запрос «частная разведка» почти ничего не дает. Какие-то странные, мутные, в общем, данные вылезают, непонятно. Ну, единственное, более-менее толковое, уже проговорили про Ромачева, да, он там действительно книги пишет и так далее. Если частная разведка работает по открытым источникам, открытым базам, реестрам, ну, то есть, по сути, легальными законными методами, находит, анализирует, выдает отчеты и так далее. А почему их тогда нет? Что, называться так нельзя у нас в стране? Нет, или нет, что? дело не в нельзя, просто, ну, во-первых, это не очень разумно, все-таки разведка исторически, так же как спецслужбы, привыкли работать под ковром, там, в тишине, вот, и, ну, самое неумное, это написать у себя в резюме: я занимаюсь разведкой, или отдел разведки назвать отделом разведки, потому что просто привлечешь лишнее внимание, и никаких плюсов это не даст, а вот минус, понятно, даст сразу. Поэтому те, кто занимается разведкой, во-первых, свою деятельность там называют аналитикой, раз, а во-вторых, как над любым сегментом рынка есть такой ветерок, который приносит свежее словосочетания, и все за них хватаются. Ну, чтобы там всякие пузыри ожидания раздувать, эти слова надо. Ветерок все время должен быть, слова все время должны быть. Ну, вот сейчас, например, гоняют слово асинт. Вот, а про асинт, если ты наберешь, ты увидишь много. Да, много. Особенно, причем даже не столько много, кто это реально делает, потому что людей, которые это умеют делать, как было мало, так и осталось мало. А вот тех, кто этому учит, вот, курсов по асинту, сейчас уже там в собаку плюнь, там попадешь в какой-нибудь коуча. Андрей Игоревич, хорошо. А если все-таки человек умеет, ему это интересно, предположим, он действительно талантлив, и у него есть стремление работать вот в какой-то такой команде, а куда ему идти тогда? В аналитическое агентство? Ну, ты прям подставляешься. В клуб Кибердеда ему идти. Приходите к нам, мы решим. Да, приходите к нам. У нас печеньки, движуха. Вот, нет, мест, где печеньки и движуха, на самом деле, там некоторое количество есть, в частности, вот наш клуб Кибердеда. И я полагаю, что сейчас становление, вот такое, если это считать неким сегментом отрасли, становление этого сегмента будет идти по интерфейсам человек-человек. То есть официальной должности разведчик, ну, официальной такой номерной специальности, какой-нибудь профессиональной справочки нету. В этом году должна появиться одна специальность, которая называется официальная, которая будет так очень странно называться: специалист по безопасности или инженер по безопасности социотехнических систем. Вот. Это долго-долго вылеплялось, чтобы там не было слова разведка, не было. Вот, чтобы там не было слов информационная война, там, информационное противоборство. Вот это специалист, который может добывать информацию в открытом пространстве и там понимать, оценивать ее влияние и еще уметь противодействовать. Ну, то есть спрос на это есть? Спрос на это, безусловно, есть. Просто, чтобы он был оформлен, это сейчас скорее деятельность групп людей, ну, иногда просто как вот клубная, как у нас, или там на каких-нибудь конференциях. А вот это больше в этой сфере, чем это официальное дирижирование со стороны государства. Понятно. Ну, Андрей Игоревич, все-таки хочу как-то сделать доброе дело людям. Что поизучать, почитать на эту тему, где вообще найти информацию, если действительно это интересно. Просто мне по клубу пишут очень много, очень много. И лучше давай один раз сейчас всем сразу скажем, чем я каждому отдельно буду писать. Ну, смотрите. Вот хочется поизучать тему частной разведывательной деятельности. Если хотите много и методически, читайте подряд все книги Романа Ромачева. Точка. Раз. Вот. Второе. Хотите посмотреть исторически, посмотрите, как развивались скандалы вокруг Викиликса, когда стало понятно, что журналистское расследование – это скорее разведка, а не журналистика. Вот. И, кстати, это один из первых примеров, когда вот такое вот журналистское расследование стало приводить, ну, не первых, первые были еще во времена Вьетнама. Вот. Но, тем не менее, одно из таких первых ярких расследований, которое приводило к смене политического курса руководства целых стран. Вот. Один из первых примеров – это расследование Викиликса по
Афгану, где выяснилось, что американцы там подкармливали оружием и инструкторами оппозицию. Вот. Ну и, соответственно, когда это вышло в открытое поле, это резко активизировало там противодействие со стороны официальных лиц Афганистана и резко изменило позицию самих Соединенных Штатов. Вынудило, вернее, их изменить позицию. Вот. То есть первое исторически началось вот такие. Журналистские расследования стали превращаться в разведку и влиять на политические события. Это, пожалуй, именно частное. Вот, пожалуй, времена Викиликса. Раз. Второе, появление частной разведки в киберпространстве, это 2009, 2010, 2011 годы, когда появились кибервойска Китая, кибервойска США, кибервойска НАТО, потом России. Вот, тогда частные агентства действительно давали информацию о будущих атаках там, на банковские структуры, то есть предупреждали, и даже иногда это позволяло предотвратить атаки. Вот была такая группа Лазаруса, там, деятельность частных безопасников привело к тому, что некоторые масштабные атаки просто не состоялись, хотя уже были подготовлены. Вот, дальше, из того, что происходит сейчас основное слово, с которого надо начинать, это асинт, оно просто современное на слуху, раз. Вот, второе, это конкурентная разведка в интернете, или интернет-разведка, или competitive intelligence, то есть можно много на эту тему читать. Вот, с чего начинать? У нас есть подборки на материалах клуба Кибердеда, кстати, очень рекомендую, вот была классная подборка ресурсов, я сам удивился, сколько их у нас. Вот, ее бы надо повторить, что у нас есть такая группа, сякая группа, такая школа. Там, что это не просто один. Это у нас в навигации канал закреплено. Да. Вот, короче, приходите, там скучно не будет. Книжек, где это все уже описано, пока нету. Есть сейчас, есть одна книга про зарождение e-commerce, ты ее упомянула. Кстати, там, пусть вас не отпугивает, там очень странное название, типа без рекламы и чего-то, и накруток. Путеводитель по информационному влиянию. Да, Петр Кутырев, он так вот первой части сейчас плавно подводит к тому, как в информационке работают методами асинт. Без рекламы и накруток. Без рекламы и накруток. Это не про рекламу, это не про рекламу, не про накрутки, это про информационное противоборство, причем такое жесткое. Да. И там очень методически, причем там интересно, там описано простым языком, но для людей, которые там хотят погрузиться глубоко-глубоко. То есть, там сильно глубже, чем надо было бы для первого знакомства. По практике, первым практиком, который там хорошо все это стал структурировать, был Евгений Ющук, у него есть и книжки, и все, что он делал, но это такое начало 2000-х, то есть такая классика. Потом все, что он написал, сейчас сильно меньше пишет Игорь Нежданов, это такой практик. Там у него есть отдельно книжка по аналитической обработке, что делать, если вы информацию уже добыли. Отдельно книжка про информационное противоборство, тоже она странно названа, там, типа продвижение в интернете, хотя на самом деле это про информвойны. А если хотите прямо учебник жизни, очень рекомендую, зайдите на канал Кибердеда и читайте все, что пишет один из наших клубников с ником Shadow. Тот момент, когда я пытался это инвентаризовать, там было 60 статей, из которых можно просто публиковать книжки. Там прям настоящие приемы на настоящих задачах, все супер современно, все как надо. Так что да, его приходите. посты 2 раза в неделю выходят новые. А так есть курсы. Курсов на самом деле гораздо больше, чем надо, но есть несколько хороших. У нас в школе Кибердеда мы тоже видим. Хорошо, все, финальный вопрос только что пришел мне в голову. Андрей Игоревич, разведчик – это образ ума и мыслей, это состояние души, или это все-таки чисто профессия, то есть разведчиком себя может назвать только тот, кто в военной разведке был разведчиком и так далее, или это профессия, или все-таки это состояние ума, скажем так? Давай различать. Я, как ни странно, здесь немножко глубже и сложнее там сам вопрос, и, соответственно, ответ тоже не такой
не черно-белый. Вот, давай начнем с простого. Есть военный журналист и военный корреспондент. Вот военный корреспондент, который относится к воинской части, это военнослужащий, который выполняет ряд задач. Там жесткая регламентация, там требования, там риск, там это очень такая почтенная, но опасная, серьезная профессия. Это профессия, это не состояние, она требует состояния души, но ты при этом военный. У тебя точно так же есть начальники, приказы, там, то есть это должность. Это должность. Также в разведке ты работаешь в должности. Вот, есть самодеятельность, состояние души, так же, как в журналистике. Ты свободный человек, тебя туда понесло, сюда понесло. Иногда еще за это платят, классно. Вот, то есть те, кто это делает, могут себя считать разведчиками, но тут тоже есть ограничения, потому что, если быть совсем предельно честным, конкурентная разведка, за которую платят, это деятельность в рамках закона этических норм. При этом конкуренты – это звери, а не люди, и никакими этическими нормами ограничивать себя и тебя не собираются. Вот, и поэтому тебе первая задачка придет составить первую справочку на конкурента, а вторая задачка придет организовать долгосрочное скрытое наблюдение. То есть подсадить ему трояна или перевербовать секретаршу или что-то, полезть не туда. Поэтому очень многие, кто называет себя разведчиками, таковыми не являются, на самом деле занимаются не вполне законным шпионажем. Это надо понимать, что само название и вид деятельности могут не совпадать. Вот, но при этом предостерегу, здесь действительно дофига романтики. Это, правда, очень интересно и очень так глубоко, и это заставляет постоянно изучать всякие новые методы, способы, инструменты, базы и прочее, то есть саморазвиваться. Вот, но при этом есть довольно много дурки, есть довольно много жестких законодательных ограничений, надо держать себя в руках. Вот, есть довольно много этических ограничений, потому что мы одно время работали в поле, скажем так, спорах хозяйствующих субъектов, где у тебя один олигарх что-то заказывает против другого олигарха. Да мне оба не нравятся. Вот, и там для себя определяешь только, чем тебе заниматься, чтобы при этом хорошо спать. Чтобы тебе бессонницу не заработать. Вот, то есть этические границы определяешь себе сам. Вот. И сейчас еще предостерегу, на первых этапах, пока там некий есть барьер вхождения, пока вы его не достигли, это еще и низкооплачиваемая каторга. То есть не надо думать, что разведчик это тот, кто ездит по миру, валяет дурака, много зарабатывает. Вот в какой-то момент до этого допрыгиваешь, могу сказать, я иногда так в это состояние попадаю, вот это классно. Вот, но пока ты в нее не попал, это низкооплачиваемая каторга. Не надо ее сильно романтизировать. Так, уважаемые слушатели, наши зрители, это была студия «Точки сборки», ведущая Александра Троцкая, в гостях Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед. Всем доброй охоты!